Кагари, Хиюки и Тихира сходятся в битве против главы клана Сазанами. Главный герой выходит на новый уровень и удивляет Хиюки своей силой. Но смогут ли эти двое сильнейших справиться с силой самой могущественной магической катаны изогнутого греха, мощь которой с каждой секундой только возрастает? Глава просто взрыв мозга, так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую мангу, манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Столкнувшись лицом к лицу с пробужденным противником, главный герой был ошарашен обретенной им силой, ведь он еле выдержал блок его удара. Киора же, не останавливаясь, отталкивает своего оппонента, готовя следующую атаку. Вот только внезапно его рассудок начал мутнеть. Он чувствовал, будто его сознанием пытался завладеть владелец магического клинка или же сама катана. И тут уже, скорее всего, на разум Киоры влиял истинный владелец изогнутого греха, поскольку это именно по его воле была пробуждена эта катана. К тому же у него глаза также начали темнеть, как и у того, кто является первым владельцем этой магической катаны. В свою очередь, осознавая, что это произошло из-за того, что он на грани жизни и смерти был слишком слаб для того, чтобы сопротивляться его влиянию, однако, несмотря ни на что, Киора не собирается сдаваться, ибо на кону стояло непоколебимое поколениями целостность Ракудзуичи. После чего, контролируя свою проекцию во внешнем мире, он заявил, что наглядно продемонстрирует силу изогнутого греха, и с помощью этой же силы он убьет Ракухира Тихира для того, чтобы выставить на аукцион катану Небеса Бездны. И затем, активировав технику паука, Киора обездвиживает ГГ, вслед за этим запустив в него технику стрекозы, которая с огромной скоростью неслась к своей цели и поразила бы ее, если бы в битву снова не вступил Хакури, телепортировавший в это место Хиюки в момент заблокировавший выпад стрекозы. И ей было не очень приятно видеть, что тот, кому она проиграла, выглядел достаточно потрепанно. Ракухира же вовсе не ожидал ее здесь увидеть и задавался вопросом, как она смогла сюда попасть. Кагария объяснила, что с этим ей помог беловолосый парень, попутно введя ее в курс происходящего. К тому же он еще и угрожал Хиюке, говоря, что если она хотя бы попытается навредить Тихира, то он запрет ее в этом пространстве, пока та не умрет от истощения. Не, ну ребят, Хакури все еще не перестает удивлять. Он мало того, что шокировал своим преображением Хиюки, так и еще сумел ее переместить в это место, хотя она не была никак связана с пространственным хранилищем клана Сазанами. У меня есть некоторые предположения на этот счет, но поговорим мы об этом далее в ролике. Такому внезапному появлению Кагари на поле боя были удивлены члены группы торгов Комунаби, но Тафуку разъяснил им, что она сейчас выполняет задание по защите главного героя, что в свою очередь объясняет нам то, почему она ранее помогала ему в начале вторжения в здание Ракудзуичи. К тому же Тафуку считал, что вдвоем обладателям магической катаны и огненной кости удастся выстоять против сильнейшего магического клинка изогнутого греха. Получив поддержку, Тихира хотел, чтобы Хиюки занялась спасением заключенных, но она заявила, что приоритетом сейчас было уничтожение Киоры. Вероятно, Кагари догадывалась, что противник просто так не позволит им лишить его товара, что сможет свести всю операцию коту под хвост. К тому же ей было интересно, как враг все еще оставался в живых с такими-то ранами. Главный герой предположил, что все это было вызвано влиянием его магической катаны, поскольку от одного только упоминания о ней его отец Кунисики сразу же становился угрюмым. Видать, этот клинок был настолько непредсказуемым, что даже Творцу было неприятно его творение. Тихира тоже не хотел проверять на себе все возможности данного оружия, да и к тому же из-за влияния катаны это пространство становилось нестабильным, а поэтому Тихира считал, что они должны поторопиться и убить главу клана Сазанами, пока их положение не стало хуже. Хиюки в свою очередь не понравилось то, что ГГ пытался ей указывать, ведь по ее мнению, если бы она не помогла, то ему уже была бы крышка. Но Ракухира уверил ее, что сумел бы заблокировать ту атаку противника, во что Кагари совершенно не поверила, ведь она считала, что тогда бы ему понадобился столь мощный спелл, как, например, ее огненная кость. Ну и Тихира, не заходя далеко в лес за дровами, активировал технику Ака катаны Небеса Бездны, проявляя пламя огненной кости Хиюки. В этот момент я точно так же, как и сама Кагари, был в смятении и не понимал, как это вообще возможно. Но оказывается, главный герой просто высвободил ранее поглощенную магию Хиюки в
в их первом сражении. Но от этого я не сильно успокоился, ведь с того момента, на минуточку, прошло чуть ли не полгода, если не больше. То есть теперь нам открылась новая особенность седьмой магической катаны, то что она способна долгое время хранить поглощенные заклинания и техники. Мне кажется, что благодаря тому, что магия Хиюки была запечатана в катане Тихира, Хакури и смог ее телепортировать в пространственное хранилище клана Сазанами. А что вы думаете по этому поводу? Так что, вооружившись мощью двух огненных костей, эти двое ринулись атаковать противника. Сию же секунду Тихира активирует технику Кура, атакуя Кьюру дальней слэш-атакой, пронизанной пламенем. И тут же, пока противник сконцентрировался на блоке, Кагари заходит ему за спину, атакуя в полную силу. Вот только глава клана Сазанами сумел заблокировать обе эти атаки и даже успел прервать прямое нападение ГГ. По словам Тихира, катана Изогнутый Грех наделила его не только невероятной духовной силой, но и одновременно с этим повысила все его физические характеристики. После чего Кьюра вообще делает невозможное. Протягивая клинок по земле, он вновь воссоздал область цветов, в конечном итоге сумев на мгновение, буквально на сантиметр, обнажить катану для того, чтобы активировать технику сороконожки. После завершения активации которой Кьюра нанес невероятный урон по площади, рассекая все на своем пути. Тихира и Хиюки успели защититься, однако Тэфуку был поражен, что двое сильнейших, Кагари Хиюки, магию которой сопоставляют с силой магического клинка, и Ракухира Тихира, того самого обладателя магической катаны. Эти двое не могут справиться с таким противником. А ведь сейчас глава клана Сазанами демонстрирует лишь малую часть силы Изогнутого Греха. И я думаю, что это лишь начало, поскольку Кьюра изначально вовсе не мог достать клинок из ножен, но с ходом битвы, вероятно, он все больше и больше приспосабливался к оружию. Или, возможно, этому способствует истинный владелец катаны. Но да не важно, ибо главное то, что противник с каждой минутой становится сильнее. Если Хиюки с Тихира затянут, тогда в конечном итоге им будет практически невозможно победить. И тем временем, в реальном мире, на сцене Ракудзаичи проекция Кьюры назначила начальную ставку за магическую катану Изогнутый Грех в 1 миллиард йен. Ничего себе первая ступень, а ведь это только начальная ставка, и желающих, как вы видите, целый зал. Чтобы вы понимали, по нынешнему курсу 1 миллиард йен это 6 миллионов 320 тысяч долларов. Таким образом, Кьюра заявил, что он ни за что не отступит, ведь эта катана была его товаром для Ракудзаичи. И для каждого это была своя битва, поскольку Хиюки сражается здесь еще и потому, чтобы взять сильнейшую катану под защиту госорганизации. А Тихира хочет вернуть то, что принадлежит ему по праву. Что ж, глава на этом заканчивается. Получился она просто невероятной. Тут и противник постоянно становится сильнее, противостоя сразу двум оппонентам. Еще и Тихира внезапно пламенной огненной кости проявил. Если же Ракухира и Хиюки будут и дальше огребать, тогда им остается только надеяться на то, что Кьюра сам откинется от полученных ран. Хотя я думаю, что Хагадзона не сделает так, ведь это было бы совершенно неинтересно. Да и к тому же Изогнутый Грех сейчас каким-то образом поддерживает ему жизнь. Так что эта битва будет становиться еще интереснее. Ну что ж, будем тогда ожидать следующую главу Кагурабачи. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.